Битва против главы Хисяку. Тихира использует черную молнию, а также, наконец-то, Хакури проявил свою магию. Глава меня прям шокировала, ведь я совершенно не ожидал подобного исхода событий. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В этот раз Хакадзуна опять-таки радует нас цветной страницей с Ракухира Тихира. Повествование 32 главы Кагурабачи начинается с демонстрации реакции противника, который заметил, что сила его оппонента значительно возросла. К тому же техника расщепления Тихира превратила молнию этой магической катаны в черную молнию, имеющую невероятную разрушительную мощь. Ну а появилась эта черная молния, потому что ГГ и катана достигли особого состояния, при котором магическое оружие полностью готово было подчиниться своему владельцу, даже находясь на грани разрушения, что позволило создать молнию, превышающую пределы ее возможностей. После чего, в буквальном смысле расщепив древесные оковы, главный герой с невероятной скоростью бросился к противнику и отсек ему правую руку. Но главарь Хисяку не растерялся, взяв свою потерянную руку и швырнул ее прямо в своего оппонента. И пока тот был отвлечен, враг моментально зашел ему за спину и нанес ответный удар. Вот только Тихира, обладая сейчас невероятной скоростью, с легкостью избежал этой атаки и, сделав маневр, тут же поразил своего противника. Однако это оказалась ловушка, после чего враг, будучи в непосредственной близости, попытался атаковать ГГ, но тому благо хватило реакции и скорости, чтобы избежать подобного исхода. Оказывается, главарь Хисяку намеренно подставился под этот удар для того, чтобы получить возможность нанести урон своему оппоненту. Ибо, по его словам, сейчас скорость движения главного героя была на совершенно другом уровне, нежели чем у него. Тихира же был поражен его физической и психологической силе, ведь даже в такой ситуации он оставался хладнокровным и готов был подставиться под удар, если это даст ему возможность контратаковать. Так что если ГГ намеревался убить этого противника, тогда ему следует действовать еще жестче и решительнее. Честно сказать, увидев, как легко главный герой начал кромсать этого злодея, я начал в целом задаваться вопросом, был ли этот человек главой Хисяку. До того, как он объяснил свои действия, я вообще подумал, что за слаба, но оказывается, он это сделал намеренно, при этом он до сих пор не использовал свою магию. И видя, как легко противник подставляется под атаки ГГ, лишь бы контратаковать, предположу, что его магия как-то связана с телом. Возможно, он спокойно может восстанавливать утраченные конечности, либо это его дубликат. Но в общем посмотрим, ибо зная, что будет дальше, ему по-любому придется раскрыть хоть какой-то свой секрет. Мысли же Ракухира об уничтожении противника резко изменились после того, как он увидел, что оставленная им дыра в древесной стене оказалась недостаточно для того, чтобы пробиться на другую сторону к Хакури, который сейчас находился в опасности. К тому же этот древесный барьер самовосстанавливался, а значит, чтобы пробиться сквозь него, ему нужно нанести один точный и мощный удар. Вот только проблема была в том, что магическая катана рассекающего облака сможет совершить лишь 3 таких удара, а ощутить он это смог из-за достигнутого совершенного состояния единения с катаной. В данный момент Тихира буквально ощущает тот предел, при которой она полностью уничтожится. Так что с таким раскладом возможностей в данный момент главному герою нужно выбрать нужный приоритет. А Ракухира понимал, что противник пытается лишь задержать его, что отчетливо стало видно, когда главарь Хисяку сказал: «Ну что, продолжать будешь?» После чего главный герой заявил, что убьет его, не выдавая своих истинных намерений. Но все равно, как же Тихира здесь охрененно выглядит. Далее действие перешло к столкновению Хакури и его старшего брата, который после увиденного сопротивления младшего раскрыл свою истинную суть. Ведь ему было омерзительно от того, что такой слабак намеревался одолеть его. После чего Соя начал избивать своего младшего брата, тем самым показывая то, на что он на самом деле способен. Он пытался донести до него, что Тихира просто использует его в своих целях и что тот сразу же избавится от него, как только выдастся возможность. В отличие от старшего брата, который
который, несмотря ни на что, якобы пытается его полюбить. Однако Хакури не слушал его, ибо он понимал, что Ракухира намеревается пробить эту стену молнии, и что как только Гагара загореется, он по-любому это сделает. Так что младший сын Сазанами выжидал этого момента и хотел подсобить своему товарищу, чтобы не задерживать его еще больше в и так непредвиденной ситуации. После чего нам показывают флешбэк, как Себа объясняет новенькому основы магии, говоря, что духовная энергия дремлет в абсолютно каждом человеке. Маги, тренирующие ее контроль, благодаря этому способны создавать заклинания. Но фишка была не только в них, ведь с помощью духовной энергии можно укреплять собственное тело, повышая его характеристики. И затем Себа заявил, что Хакури уже неплохо контролирует духовную энергию и способен использовать магию, подкрепляя свои слова тем, что он выдержал смертоносный удар Хиюки, после которого люди обычно не выживают. Просто Хакури сам еще не осознавал, что он уже использует магию, и как я и предполагал, все его проблемы были лишь в голове, поскольку ему с детства вдолбили, что он не способен использовать магию, ибо даже в 12 лет он не смог сделать то, что уже могли в 8 лет его старшие братья. По словам Сибы, Хакури просто не подходили те тренировки, используемые в их элитной семье. Однако из-за того, что его постоянно избивали, Хакури неосознанно научился использовать духовную энергию для самозащиты, укрепляя собственное тело. Так что, веря в своих товарищей и в то, что Тихира придет сюда, Хакури наперекор своему старшему брату, который в него не верил, использует Исоу погребения. Да, пока эффект был незначительным, сумел лишь оттолкнуть Сою к стене. Однако это всего лишь первый шаг к освоению собственной магии. Да и с его стороны такого воздействия на Сою было достаточно, ведь буквально в сию же секунду сквозь стену прорывается Тихира, серьезно раня одного из магов отряда Тоу. Так что теперь, согласно плану, главный герой и Хакури могут выдвигаться дальше к Нагино Джоэн. Ну а такой поворот событий знатно так удивил главу Хисяку, ведь его оппонент смог трезво оценить обстановку и не пошел на поводу эмоций. Однако и ему там расслабляться не стоит, ведь позади него стояла Хиюки, которая обладала мощью, сопоставимой силе магической катаны. Так что этому Хисяку придется напрячься с ней, и надеюсь, он все-таки покажет нам свою магию. Что ж, глава мне безумно понравилась. Это рисовка, полное единение ГГ с магической катаной и создание черной молнии, проявление магии Хакури, а там еще и Хиюки на подходе. Ох, что же, будем тогда ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.